Декоративные композиции из искусственных цветов в настоящее время выглядят настолько реалистично, что их сложно отличить от живых. При этом они также достаточно эффектны и красивы, добавляют яркости и красок интерьеру. Пионы – цветы-антидепрессанты. Эти нежные пушистики одним своим видом вызывают улыбку. Для большей естественности в этом букете присутствуют как распустившиеся, так и чуть приоткрытые бутоны. Пион – красивый и утонченный цветок. Издавна он был достоин полотен художника и дворцовых залов. Недаром его считают королем всех цветов. По своей красоте и пышности пион конкурировал лишь с розой. Украсив свой дом этими весенними цветами, вы впустите в пространство вдохновение и прекрасное настроение. Такие пионы будут радовать вас круглый год, невзирая на погодные условия за окном. Конечно, у живых цветов преимуществ много, но и у искусственных вариаций их не меньше. При производстве декора применяют натуральные ткани, которые приятно к осязанию и выглядят шикарно. Это шелк, органза, шифон и другие. У дорогих вариаций добавляется натуральная кожа, фарфор и прочие материалы. Стильный букет из искусственных роз привнесет в интерьер немного живописных красок и душевной гармонии. Украсит эффектно все, начиная с холла, заканчивая ваннами. Такой букет оживит приглушенную комнату, подойдет для оформления различных пространств. Станет поистине ярким штрихом. Такие композиции не нужно поливать, добавлять удобрения и регулярно пересаживать, уход за ними минимален. Нет проблем с отсутствием цветения, так как они всегда наполнены бутонами и яркими цветами. Их не испортят насекомые и болезни, которые так часто бывают у живых цветов. Вы можете использовать искусственные цветы для оформления любой комнаты в вашем доме, даже в ванной и кладовке, им не требуется свет или определенная температура. Гипоаллергенность специально для тех, кто тяжело воспринимает пыльцу, но при этом очень любит цветы. Если подобрать гармоничные композиции, они не только подчеркнут стилистику интерьера, но и добавят ярких акцентов и привлекут немало внимания. Что касается минусов такого декора, то, конечно, это в первую очередь то, что искусственные цветы, увы, не пахнут, а листья и цветы могут со временем утратить свою окраску, просто выгорев на солнце. Для того, чтобы декор из искусственных цветов не выбивался из общего оформления, следует придерживаться определенного набора правил. Используйте не больше 3 видов цветов. Чем темнее цветы, тем ниже они должны находиться в букете. Размеры композиции должны соответствовать помещению. Сочетайте оттенки растений грамотно. Дизайнерский полет мысли продуцирует многообразие оттенков, цветов и внешнего вида декора. Вы можете посмотреть наборы композиций в сети интернет и выбрать то, что подойдет к вашему интерьеру. Сохранить летнее настроение помогут композиции из сухоцветов, которые наполнят дом теплом, красками и тонким ароматом. При этом выращивать цветы сухоцветы и изготавливать из них композиции своими руками достаточно просто и весьма увлекательно. Теоретически любое цветущее растение после высушивания может считаться сухоцветом, но с точки зрения флористики далеко не каждое растение способно сохранить целостность и эстетичность после срезки и сушки. Большинство звезд цветника по мере высушивания теряют яркость красок и формы цветка, становятся хрупкими и быстро сбрасывают листья и лепестки. Поэтому для художественных поделок используют лишь некоторые специальные виды. При этом применение находят не только бутоны и распустившиеся цветки, но и семенные коробочки или плоды. Сухоцветы сравнительно долговечны в сравнении с другими садовыми и полевыми цветами и травами, но без специальных обработок домашние букеты и поделки могут сохранять свежесть не более года. Срезку проводят обязательно в сухую погоду. Перед этим заранее готовят место для высушивания и необходимые инструменты. Помещение должно быть сухим, проветриваемым и темным. В качестве материала для будущих поделок выбирают самые яркие и крупные экземпляры без дефектов и признаков заболевания. Соцветия срезают вместе с длинным побегом. Чем длиннее побег или цветонос, тем удобнее проводить высушивание, а излишки всегда можно подрезать. Чтобы получить качественный материал для работы, необходимо знать, как правильно сушить сухоцветы. Из срезанных побегов делают небольшие пучки, которые связывают и подвешивают соцветиями вниз. Для некоторых видов требуется сушка соцветиями вверх. Без доступа солнечного света сухоцветы сохраняют яркую природную окраску. Для обесцвечивания растений, если планируется дальнейшее окрашивание, каждые 2 дня их опрыскивают водой из пульверизатора с мельчайшим распылением. Материал для картин и панно высушивают, расправив, придав им нужную форму и закрепив нитками на доске. В дальнейшем соцветия и плоды хранят в картонных коробках до использования. Воздушная сушка является самым простым и доступным способом, но есть и альтернативные варианты. Высушивание влагопоглощающим силикагелем применяют для крупных цветков, пионы и розы.
Для этого цветы засыпают смесью силикагеля с песком и оставляют на 3-5 суток, ежедневно проверяя состояние соцветий, чтобы не допустить пересушивания. Для изготовления картин и панно можно применять материал, полученный путем знакомой с детства гербарной сушки. Более опытные флористы-любители также используют сушку в глицерине. Все многообразие цветочных аранжировок можно разделить на следующие блоки. Зимний букет, картина, декоративное панно, авторские поделки, композиции в виде корзинок и венков. Ища способы украшения дома сухоцветами, самое первое, что приходит в голову – живой букет в декоративной вазе. Такая задумка кажется самой простой и легко осуществимой. Однако, чтобы сделать букет из сухоцветов своими руками, нужно знать некоторые хитрости. Вазу желательно подбирать в зависимости от преобладающих тонов в букете. К примеру, светло-желтые соломенные букеты хорошо сочетаются с деревом, стеклом и глиной, а для многоцветных композиций можно подобрать и яркую керамическую вазу. При составлении букета побеги с соцветиями разбирают на пучки и связывают флористической лентой. Затем отдельные элементы собирают в общий букет и также связывают. Материал для картин в виде плоских аппликаций сушат флисованием. Гербарий можно сделать из любимых садовых цветов или провести сбор полевых растений. В качестве декоративных элементов можно использовать не только соцветия, но и листья, семена, изогнутые побеги. На плотной однотонной бумаге выкладывают любую композицию, фиксируют все клеем и помещают готовую работу под стекло-фоторамки. Более сложным считается изготовление объемных картин, в которых используют срезанные соцветия с сохраненной формой. Яркое панно из сухоцветов непременно впишется в интерьер кухни. Для изготовления такого панно понадобится сначала сделать из ивовых прутьев основу в виде кольца, а затем закрепить заготовки спирея, рожь, пижма, тмин, роза, астра, хризантема. Авторские поделки могут быть самыми разными в зависимости от широты фантазии. Наиболее популярным является топиари – небольшое деревце, приносящее счастье. Для составления композиции с сухоцветами подойдет любая плетеная корзинка. В качестве основания для крепления цветов используют флористическую губку, которой наполняют корзинку. Сверху губку маскируют мхом и приступают к креплению сухоцветов. В дальнейшем можно будет только заменить цветы на более свежие. Совершенно иначе смотрятся в интерьере венки из сухоцветов. Занимая совсем мало места на стене или на двери, они способны наполнить помещение особенной аурой. Для изготовления обруча можно использовать сухие веточки, гибкие побеги ивы, металлические прутья или проволоку. Материал неприродного происхождения маскируют шерстяной или хлопковой ниткой. Важно поддержать общую стилистику. Например, для интерьера в стиле Прованс подойдут полевые цветы или букеты из лаванда, в зону кухни можно добавить ярких акцентов, а в спальне разместить композиции в светлых тонах зеленого, сиреневого и голубого. В интерьере Средиземноморья органично будут смотреться декоративные подсолнухи, пальмы и вьюны. Чтобы подчеркнуть классику, например, вы можете обвить плющом элемент античного декора. Такой прием не только добавит свежести интерьеру, но и поможет замаскировать коммуникации или дефекты. Современный стиль дополнит большое зеленое дерево или композиции в одном тоне. Если помещение достаточно просторное, можно применить герберы или орхидеи, которые станут истинным украшением комнаты. Хай-тек прекрасно подчеркивается растительностью ярких цветов, красными, синими. Они не только привнесут ярких акцентов, но и достойно дополнят мебель стальных холодных тонов. Розовые пионы – цветы-антидепрессанты. Эти нежные пушистики одним своим видом вызывают улыбку. Для большей естественности в этом букете присутствуют как распустившиеся, так и чуть приоткрытые бутоны. Маленькая, но зрительно-цельная, завершенная композиция. В вазе не вода. Эта жидкость продается в ремесленных магазинах. Помещаете ее в сосуд, нагреваете, опускаете стебли, и когда она остывает, получаете твердую воду. Персиковое совершенство. Палитра напоминает насыщенные оттенки румян. Букет выглядит очень женственно и по-весеннему. Неотличимая от натуральной пальмы. Содержание экзотического дерева в наших широтах потребовало бы затрат и специальных знаний, а этот экземпляр достаточно один раз купить в магазине. А здесь мы видим уменьшенные версии тропических растений, которые украсят собой любой подоконник. Суккуленты нынче в моде. Вы тоже можете получить свой кусок пирога и съесть его, причем буквально перед вами пирожные. Разве не прелестны эти съедобные кактусы? Роскошные магнолии словно вот-вот распустят лепестки. Маленькие розочки на этих веточках сделаны из бумаги, из самых обычных белых листов. Гортензии, розы, пионы
Умело подобранное флористом сочетание никогда не завянет. Луковичные цветы стойко ассоциируются с весной. Белоснежные тюльпаны настолько реалистичны, что сквозь стекло можно видеть их корни. Больше гортензий. Кокетливый букетик вносит оживление в пространство кухни. Сложно поверить, что на всех фото растительность не живая, но это так. Ее основное преимущество – долговечность – дает возможность дизайнерам использовать такие объекты, как декор в интерьере. Вторя тренду тропической флоры в отделке предметов декора, флористы предлагают включать в домашние интерьеры экзотические растения, всевозможные виды пальм, орхидей, франгипани, суккулентов, цитрусовых. Орхидеи все чаще помещают в прозрачные пластиковые или стеклянные контейнеры, чтобы обнажить замысловатые сплетения корней, благодаря чему растение смотрится более естественно, а емкость визуально не оттяжеляет интерьер. Сегодня искусственные цветы, как и сухоцветы, не моветон. Благодаря высоким технологиям и современным материалам, растения из латекса и силикона все сложнее отличить от настоящих. Международные трейдеры отметили в этом году небывалый спрос на искусственные цветы для оформления частных домов, витрин магазинов и зданий. Эстетика стала намного практичней. Регулярно удаляйте пыль с растений, некоторые можно просто обходить метелкой, некоторые следует протирать. Если спрыскивать растения уксусом пищевым, то таким образом вы дополните обычную уборку еще и дезинфекцией, большие композиции можно сдавать в химчистку. А вы используете в интерьере искусственные цветы? Поделитесь своим опытом в комментариях. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые ролики. Будем ждать вас в нашем следующем видео. Guess I've never been in love before.